Всем привет! Сегодня я начинаю цикл новых мастер-классов по вязанию куклы. Использую пряжу Yarn Art Jeans. И сегодня мы займемся вязанием головы. Так как мастер-класс по полностью созданию куклы получился бы слишком большим, я решила разделить видео на несколько частей. В сегодняшней части мы будем вязать только голову. Для вязания головы куклы нам понадобится пряжа любого понравившегося вам цвета. Я использую светло-бежевую или телесную, а также один маркер и крючок на 1,5 мм. Вы можете взять крючок на 2 мм. Вязание головы я начинаю с кольца амигуруми. Втягиваю петельку, провязываю и вяжу 6 столбиков без накида. Вязать я буду по спирали, поэтому в первую петельку я сразу же делаю 2 добавки. И еще 5 петелек с добавками. Последнюю петельку я отмечаю маркером, чтобы не запутаться. В следующем ряду я провязываю все петли по схеме. Один столбик без накида, прибавка, следующую петлю 1 столбик без накида, прибавка, следующую петлю. В следующем ряду мне нужно сделать так, чтобы прибавка шла в следующую петлю после прибавки в прошлом ряду. Значит, по схеме мы должны вязать 2 столбика без накида, прибавка. Но как видите, здесь если я сделаю столбик без накида, прибавка, то он будет в петлю принадлежащей прибавке. Поэтому следующий ряд я начинаю с прибавки. И дальше вяжу по схеме столбик без накида, снова столбик без накида, и после прибавки в прошлом ряду делаю прибавку. Два. Вот видите, прибавка встает после. Так у нас получится идеальный круг. Как вязать идеальные круги, можете посмотреть на моем канале. Если вы, как и я, все сделали правильно, то в конце этого ряда у нас остается провязать 2 петли столбиками без накида. Снимаю маркер, провязываю последний столбик в этом ряду, так как у нас уже есть прибавка. Снова маркирую петлю. И в следующем ряду снова смотрю, чтобы прибавка у меня шла после прибавки в предыдущем ряду. А по схеме я должна связать 3 столбика без накида и прибавка. Первый столбик без накида, второй столбик без накида. В прошлом ряду у меня была прибавка, значит в следующую петлю я вяжу прибавку. И дальше вяжу по схеме 3 столбика без накида, прибавка. Здесь очень легко ориентироваться, потому что прибавка должна идти в следующую петлю после прибавки в прошлом ряду.
3 столбика без накида, прибавка. В этом ряду в начале мы уже провязывали 2 столбика без накида. Я снимаю маркер и провязываю еще один столбик без накида. Петельку маркирую. В следующем ряду нам нужно начинать вязать уже по 4 столбика без накида и прибавку. Но мы также находим прибавку в предыдущем ряду, смотрим на количество петель, понимаем, что в этом ряду можно уже с самого начала вязать по схеме. Второй столбик без накида, третий, четвертый и прибавка. Так вяжу весь ряд. В следующем ряду я также обращаю внимание на прибавку в прошлом ряду. Вижу, что у меня просится прибавка в начале ряда, дальше 5 столбиков по схеме, 3, третий, четвертый и пятый, и снова делаю прибавку в следующую петлю после прибавки в предыдущем ряду. В конце этого ряда я провязываю 5 столбиков без накида. В следующем ряду мне уже нужно делать 6 столбиков без накида и прибавку. Вижу, что в начале прошлого ряда у меня была сразу же прибавка. Я провязываю 2 столбика без накида, делаю прибавку, снова 6 столбиков без накида, и прибавка. Довязываем ряд. У нас остается провязать 4 столбика без накида. Три, 4. Всего у нас сейчас получилось 48 петель, и мы эти 48 петель провязываем столбиками без накида. Начиная с этого ряда нам нужно провязать 13 рядов. Я связала 13 рядов по 48 столбиков в каждом ряду. Теперь мне нужно набить эту часть и будем переходить к части с убавками. Маркер я пока не снимаю. Набивайте игрушку так, чтобы в конечном варианте она была практически плотной, потому что этот материал, наполнитель, практически всегда дает усадку. Теперь начинаем вязать ряд. 6 столбиков без накида. И делаем убавку. 2 петли на крючке,
Проводим крючок в следующую петлю и провязываем 3 петли. Так провязываем весь ряд. Следующий ряд я вяжу 5 столбиков без накида. Шестую и седьмую петлю делаю убавку. В следующем ряду вяжу по схеме 4 столбика без накида, убавка, 3, 4, убавка. И так весь ряд. Изделие нужно периодически набивать, чтобы оно было очень плотным в итоге. В следующем ряду мы уже вяжем 3 столбика без накида и 1 убавку. Убавка. В следующем ряду я уже вяжу 2 столбика без накида, убавку. Видите, уже отверстие начало сужаться, и в следующем ряду я провязываю 1 столбик без накида, убавку. Ой, здесь уже посложнее, главное, чтобы не вытащить наполнитель и не запутаться в петлях. Теперь через это маленькое отверстие можно полностью уже окончательно набить игрушку, выровнять наполнитель внутри. И здесь 2 варианта. Отверстие можно оставить для пришивания к туловищу, которое мы будем формировать уже в следующем видео. Обратите внимание, что видео выходит друг за дружкой. В следующем видео мы будем вязать ноги и туловище. Либо можно полностью закрыть этот круг. Но здесь смотрите сами, кому как удобно. Я по ситуации бывает закрываю, бывает не закрываю. Вот такая голова у нас сейчас получается. Обратите внимание, что это заготовка. Чтобы закрыть голову, мне нужно просто сделать 6 убавок. Нитку обрезаем, можно с запасом, можно без. Я всегда оставляю запас на всякий случай. Вытягиваем, немножко подтягиваем, и вот что у нас получилось в итоге. В следующем видео мы будем вязать ножки и туловище.